Привет, мои друзья! Сегодня я не учу вас, как правильно употреблять падежи. Я не учу, как говорить глаголы, движения. Я не учу, как употреблять числительные. Сегодня мы просто болтаем. Мы. Почему мы? Я же одна. Нет, на самом деле, сегодня мы будем болтать вдвоем. Вдвоем с моим другом, подписчиком и любителем русского языка. Как его зовут? Это Акеш. Акеш из Индии. Впервые я познакомилась с ним около года назад, когда в моем инстаграме начали появляться комментарии к моим публикациям. Он делал мои задания, и поначалу там было много ошибок. Он неправильно употреблял падежи, глаголы движения, склонения. Но потом я заметила, что у него хороший прогресс. Я заметила, что он уже свободнее выражается, говорит, записывает видео. В чем же секрет? Как можно выучить русский так быстро? И мы решили с ним поболтать. Сегодня мы с Акешем болтаем о русском языке. Сегодня мы болтаем онлайн. Итак, первый вопрос, который созрел у меня, это: как долго ты учишь русский язык? Сколько времени я учу русский? Ну, я учу этот язык около 20 месяцев, из которых я ходил на уроки 18 месяцев. Итак, Акеш, ты живешь в Индии. Я подозреваю, что русских вокруг тебя очень мало. Где можно учить русский язык? Я учился этот язык в Делийской России. Вот, дайте мне объяснить. Я учился этот язык в Институте русского языка, который является частью посольства Российской Федерации в Индии. А по экономике мы уже знаем, что посольство какой-то страны – часть той же страны. То есть я изучал этот язык в Делийской России. Акеш, вот я тебя слушаю и думаю, как хорошо ты говоришь по-русски. Спасибо, дядюшка Google, спасибо, YouTube. Сейчас полным-полно разных материалов. Книги, учебники, онлайн-уроки, видеоматериалы. Мне интересно, какие из этих ресурсов ты используешь, Акеш? Поделись. Ну, живые и неживые. Живые материалы – это мой преподаватель в Институте русского языка. Я с ней старался говорить на любую тему, чтобы чувствовать себя более комфортным с этим языком. А кроме того преподавателя, у меня есть друг, он же русский, его зовут Рома. Я с ним часто говорю на русском. А неживые материалы – это книги, сериалы, фильмы и так далее. Но главный материал из неживых материалов – это YouTube. А Ира, вы знаете, что ваши видео на тему глаголы движения с помощью движения метро в Португалии мне очень помогло повторить ту тему. YouTube – это очень полезный источник изучения русского языка. Ну, не только русского, но и любого иностранного языка. До того, как я начала преподавать русский язык, я даже не подозревала, что он сложный. Мне казалось, что говорить на русском языке так просто. Но когда я начала преподавать, я поняла, русский не такой уже и простой язык. У каждого моего студента есть свои определенные сложности. Они зависят от того, из какой страны этот человек и какой его родной язык. Мне интересно, с какими сложностями сталкивался ты, Акеш, и что для тебя самое сложное? Сложный вопрос, но постараюсь ответить.
Самая распространенная перспектива этого языка у иностранцев – это то, что он очень трудный. А кроме трудностей этого языка, они, наверное, полностью не знают эту страну. Они знают только то, что им показывают по телевизору. А по-моему, самый главный путь к какой-то стране – это ее язык. Мне было любопытно исследовать Россию. Я начал изучать ее язык. А теперь не могу ждать путешествовать по ней. Я думаю, что этот язык совсем не сложен. Сложность зависит от уровня каждого человека. Изначально весь язык кажется сложным. Но когда вы начинаете больше и больше приспосабливаться к этому языку, вы понимаете, что вам нравится все, даже грамматика. Вот, самое сложное в изучении любого иностранного языка – это как наслаждаться том языком. Честно говоря, для меня испанский труднее русского, потому что я еще не успел начать его и наслаждаться его изучением. А когда я начинаю наслаждаться испанским языком, я знаю, что я буду любить тот язык тоже. Может быть, в один прекрасный день профессия учителя исчезнет? Учителя будут не нужны. Зачем? Есть интернет, есть книги, есть технологии, компьютерные программы, программы на телефон. Можно ли учить русский язык без учителя? Опять, зависит от каждого. По-моему, изучение первого иностранного языка требует преподавателя. А если русский ваш первый иностранный язык, вам нужен преподаватель. А не бойтесь, преподаватели всегда рады иностранцам, изучающим русский язык. Я искренне думаю, что преподаватель – это ценный ресурс в изучении любого иностранного языка. Правда, Ирина? 1,5 года назад, когда я решила сделать страничку в Инстаграме, я даже не подозревала, что такое количество людей учат русский язык по интернету. Для меня казалось это невозможным. Когда я вижу своего студента передо мной, разговариваю, могу показать, объяснить, нарисовать, вот это настоящее обучение, думала я. Но оказалось, что интернет – это огромный ресурс. YouTube, Instagram, Facebook, другие социальные сети. Там можно найти огромное количество материала. Мой вопрос такой, Акеш. Можно ли выучить русский язык в интернете самостоятельно? Да, конечно, можно и нужно. Есть отличные преподаватели в Инстаграме и Ютубе. А на мой взгляд, Ирина, вы одна из них. Мне действительно нравятся ваши посты и видео. И вот, Акеш, ты учишь и учишь, усовершенствуешься, говоришь лучше и лучше, узнаешь больше и больше. И теперь, я думаю, ты можешь ответить на мой вопрос, какие впечатления у тебя о русском языке? Какие впечатления у меня от этого языка? Одним словом, потрясающе. Я влюбился в эту страну, в этот язык. А не только в эту страну, но и во Восточную Европу в общем. А я часто мечтаю о том времени, когда я буду в России с русскими, свободно говоря на русском, в настоящей русской среде. Либо на даче, либо в бане, либо в деревне. Все с Богом. И все-таки мы классно поболтали сегодня. Спасибо тебе, Акеш, за то, что поделился своими впечатлениями о русском языке. Ну а вы, мои дорогие друзья, если вы тоже хотите поболтать со мной за чашечкой чая, пишите, и мы придумаем, о чем поболтать. Может быть, следующий – это ты?